Теперь разберем еще один способ наращивания. Это наращивание на стекловолокне. Данный вид наращивания достаточно недавно появился вообще на свет, так скажем. Это новый вид наращивания. Ну, я считаю, то, что ему достаточно легко научиться. Стоит только попробовать, потренироваться. Придали округлую форму ногтевой пластине. Прошлись бафиком. Обезжириваем. Все как обычно у нас проходит подготовка ногтевой пластины. Наносим дегидратор. Ультрабонд тоненьким слоем на весь ноготочек, не задевая кутикулу и боковые валики. Для наращивания стекловолокном нам нужно, очень будет логично, да, то, что нам нужно стекловолокно. Вот так вот оно вот выглядит. Оно прям в таком виде продается в магазинах для маникюра. Там, где все продается для маникюра. В общем, что нам нужно будет сделать? В первую очередь, после того, как мы нанесли ультрабонд, нам нужна будет любая база, совершенно любая, которой вы пользуетесь. И мы примерно наполовину ногтя, не полностью, только наполовину, наносим тоненьким слоем базу. Вставляем пока ноготочек. Теперь нам нужно подготовить стекловолокно. Смотрите, я отрезаю совсем небольшой кусочек. Не забываем то, что это стекло, поэтому не так легко его порезать. В общем, вот такой вот небольшой кусочек мы отрезали. Теперь нам нужно его немножечко раскатать. Для этого я беру апельсиновую палочку и прям здесь на перчаточке могу вот таким вот образом немножечко его распределить, так скажем. Подожди, на перчатке что-то не получается еще. Раскатаем немножечко, вот так вот подвинем. В общем, он примерно должен быть размером с ноготочек. Ну, как бы не страшно то, что он, если размер в размер не будет, потому что даже после того, как мы его подставим, мы легко можем еще его как-то переносить, двигать. В общем, вот, примерно такая у нас пластиночка примерно получается. Теперь нам понадобится пинцет, обычный пинцет. Этим пинцетиком мы берем данный материал и, получается, прикладываем его аккуратненько. Вот, после того, как приложили, мы теперь уже можем его распределять так, как нам нужно.
Сначала, получается, мы вот такими вот движениями прихлопывающими, можно сказать, приклеиваем к нашей базе, чтобы у нас, получается, наше стекловолокно как бы, ну, немножечко утонуло в нем. Опять-таки не забываем наши места вот эти вот по бокам, чтобы у нас там тоже стекловолокно было. Проверяем себя, получается, с одного боку, что вот у нас здесь немножечко не достает. Я подвинула. Здесь вот вижу то, что у меня есть небольшой зазор. Еще разочек прихлопнула сверху. И с другого боку тоже себя проверяю. В принципе, вот как бы наша основа готова. Мы отправляем сушиться лампу на 30 секунд. Все, после того, как высушили, нам нужно придать нужную нам длину. Сравниваем с пальчиком на второй ручке, где наращивание у нас уже готово, и примерно отрезаем длину. Просто срезаем ножничками. Еще разочек сравнили. Ну, как бы у нас немножечко длиннее получилось, но ничего страшного. У нас как раз-таки во время того, как мы будем опиливать форму, у нас уже станет все ровненько. Теперь теперь нам вот эти вот остатки, которые вот вдоль кутикулы торчащие частички стекловолокна, нам нужно немножечко спилить, чтобы они нам в дальнейшем не мешали. Совсем вот чуть-чуть, чтобы прям только самые торчащие. В принципе, все. Просто сейчас это смахиваем, пыль. И теперь уже приступаем к покрытию гелем. Сначала мы покрываем только вот стекловолокно, прям такими промазывающими движениями именно на свободном крае, чтобы точно так же их впитать гелем. Если какие-то вот лишние есть, что-то торчит, мы можем сразу это убрать. Вот, промазали, получается, сверху и точно так же переворачиваем ноготочек. Переворачиваем ноготочек и с другой стороны, получается, мы точно так же промазываем гелем.
Здесь мы промазываем до тех пор, пока у нас не останется вот каких-либо неровностей от стекловолокна. Мы можем даже побольше взять капельку побольше и прям выложить, скрывая все неровности. Все, у нас получается эта сторона готова. С этой стороны еще разочек себя проверяем, все хорошо. Проверили и с другой стороны тоже. Еще разочек. Посмотрим. Снизу все у нас хорошо. Теперь мы можем отправлять ручку в лампу. Также на 60 секунд отправляем. Видите, у нас уже все застыло. Теперь нам необходимо придать форму ноготочку. Ну, в первую очередь, конечно же, мы снимаем липкий слой аккуратненько. И аккуратненько сейчас будем опиливать. Видите, он у нас уже какой жесткий, хотя еще даже без дополнительного выравнивания и укрепления. Достаточно жесткий материал стекловолокно. Сравниваем между собой длину и форму. Видим то, что нам еще достаточно нужно пилить. Еще немножко. Смотрим, у нас, в принципе, по длине одинаково, но немножечко еще осталось сузить форму. Достаточно. Теперь, после того, как мы сделали уже длину и форму, нам остается немножечко еще разочек пройтись вот по тому месту, где у нас идет стык стекловолокна и нашего ноготочка. Мы ни в коем случае не затеваем свой ноготь. Мы буквально немножечко равняем переход от стекловолокна, на котором уже лежит гель, к натуральному ногтю. Совсем чуть-чуть, тут даже сильных усилий не нужно прилагать. Все. Обезжириваем ноготочек. Тут мы можем еще разочек воспользоваться ультрабондом. Как раз на том месте, где у нас натуральный ноготь. Можно и полностью промазать. Ну, то место, где вот натуральный ноготь, нужно сделать обязательно, потому что пока мы производили все наши манипуляции, у нас там уже ультрабонда не осталось.
И там уже сцепка будет, значит, плохая. Теперь мы переходим к моделированию архитектуры ногтя. Делаем тоненький слой, не доходя до кутикулы, примерно полмиллиметра. Если вы до этого делали выравнивание, то вы можете заметить то, что это примерно то же самое. Берем теперь капельку побольше. Точно так же, как при выравнивании, мы выкладываем материал. Помним про апекс, то что он у нас должен находиться на середине натурального ногтя. Таким вот образом выложим. Сверху придали еще разочек форму. Видите, у нас уже по бокам стекает, так как гель не такой густой у нас. Еще разочек приподняли ближе к середине. Все, переворачиваем. Апекс у нас немножечко сместился вниз, поэтому мы его немножечко приподнимаем. Нужно перевернуть еще разочек, потому что у нас уже слишком все перетекло. Вот, немножечко подержали, пока у нас расползется. Все. Наша архитектура готова. Отправляем в лампу. После того, как просушили, убираем липкий слой. И точно так же нам нужно будет произвести верхний опил. Действуем по той же схеме. Сначала торцы. Здесь у нас за счет того, что гель у нас такой текучий и он очень легко самовыравнивается, достаточно красивая архитектура получилась, поэтому опил нам требуется минимальный. Мы просто проходимся по каким-то неровностям, доводя до идеального состояния. Вдоль кутикулы также проходимся очень-очень мягко. Обезжириваем. Вот наш ноготочек готов. Все, он уже готов к выполнению покрытия. Обычно перед покрытием я делаю тоненький слой базы. Еще разочек прохожусь. Опять-таки это делается для лучшей сцепки, так как здесь у нас уже нет липкого слоя, чтобы цвет у нас хорошо сцепился, поэтому я использую базу. И, возможно, еще там где-то что-то, если остается мне выровнять. Ну, вот, например, на этом ногте уже все, в принципе, идеально получилось. Если где-то что-то нужно выровнять, точно так же я базой где-то могу подровнять. Так как у нас база, она текучая, она очень легко самовыравнивается. Вот так вот. Достаточно легко. Легкий способ наращивания. Особенно, я считаю, для новичков. Те, которые уже какие-то азы вообще в маникюре знают, что такое выравнивание. Я считаю, что это очень простой способ
после того, как вы набьете руку и несколько раз попробуете, я думаю, что у вас очень качественные работы будут получаться.